Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня видео необычное. Обычно я записываю уроки русского языка для иностранцев, потому что преподаю русский язык здесь, в Америке. Сегодня видео для русскоязычной аудитории и, конечно же, для дорогих девушек, женщин, которые или планируют беременность, или уже беременны и подумывают о родах в Америке, или которые просто интересуются тем, как это все устроено, организовано в других странах. Если вам интересно, оставайтесь. Я запланировала долгое видео, говорящее. Я буду записывать и по триместрам. Сейчас у меня срок 14 недель, то есть я перешла во второй триместр. И я хочу по мере поступления информации, по мере происходящего записывать все, чтобы ничего не забыть. Я постараюсь рассказать про поиски врача, про то, как проходит сам прием у врача, про стоимость всего этого дела обязательно поговорю. И вообще в целом про отношение к беременности, к беременным женщинам в Америке. Потому что разница, конечно, есть, скажем так прямо, разница большая и существенная. Если вам интересно, оставайтесь. Для начала небольшая вводная часть, кто я такая, чтобы вы понимали, кто вещает. Мне 32 года, это уже моя вторая беременность. Первого ребенка, сына, я рожала в 2014 году в Москве, в 32-м роддоме. Свои нюансы там были. Посмотрим, как здесь все пройдет. Я буду стараться сравнивать с Москвой. И поглядим в итоге, где лучше и где адекватнее все это происходит. Сейчас я по работе волею судеб оказалась в штате Колорадо, город Болдер. Наверняка что-то здесь свойственно исключительно этому штату, но какие-то общие аспекты, скорее всего, тоже есть, и можно будет сделать вывод в целом о том, как все это происходит в Америке. Заготовила я небольшую шпаргалку. Получается, по пунктам. Значит, как узнать о беременности здесь, где купить тест, как все это происходит. Я узнала еще в марте. Мы планировали ребенка, и планирование получилось на удивление коротким с первого раза. То есть, как я заметила, что я беременна. У меня еще даже не было ни задержки, ничего. Я почувствовала признаки простуды. Казалось бы, да, коронавирус настиг меня или что-то такое. Но у меня первая мысль: наверное, я беременна. Потому что я помню по первой беременности, что у меня как-то началось свербение в носу, глаза болели в первые вот эти недели. Я в интернет опять полезла, поискала признаки беременности, простудные симптомы и так далее. У меня в запасе заранее зачем-то, то ли какая-то скидка была, то ли что, я не помню, на этом iHerb. Наверняка вы знаете этот сайт, он в России очень популярен. Я, значит, заранее вместе с какой-то там косметикой заказала эти тесты. Дело было ночью, я лежала, крутилась, думаю, дождаться до утра, потому что пишут, что эффективнее делать тесты утром. Все, я лежу, и все, спать не могу, муж давно спит. Я встала, в итоге взяла один из этих 3 тестов, сделала, и все, 2 полоски. Сердце стучит, и радость, и в то же время и нервы, и все такое, как всегда. Вот, я решила не говорить ему пока, решила в это время обставить все, знаете, сюрпризом. На Амазоне я заказала какой-то безумный орден. Мне хотелось сделать абсолютно идиотическую фотку, совершенно дурацкая. Там какой-то мужик такой счастливый. Да, получилось. В общем, такой дурдом. И я заказала маленькие пинеточки вязаные на Амазоне, все это в такой штуке, в каком-то мешке. И доставить должны были, по-моему, через 2 дня, что ли. То есть эти 2 дня я ходила, сама секретность, ничего не сообщала. И потом вечером он там душ принимал, и я решила подложить под диван, под кровать этот мешок. И сказала ему, что у меня там упал наушник какой-то, и этот AirPods типа упали, можешь посмотреть под кровать. Он нашел, и все это такая. У меня, кстати, есть видео, если вы хотите посмотреть на американца в трусишках, который узнает о том, что станет отцом. Я его сюда добавлю сейчас.
можно посмотреть, но можете промотать, лучше промотать, если вы не особо романтичный человек, как я, например, я это все не люблю, но решила сделать на память. Oh, can you check under the... I think I dropped one of my AirPods on your side. What is it? I don't know. You should know. Huh? Check it out. Yeah, there's a little ribbon there. AirPod. Just dropped my AirPod. What is it? I don't know. Look at it. Are you serious? There was last thing there. You missed the last thing in the bag. Savage. There's one more thing there. Oh my god. Oh. Дальше, про тесты на беременность. Это здесь вообще не проблема. Здесь два варианта, как можно поступить. То есть можно купить тест в любой аптеке. Они здесь на каждом шагу, в каждом большом магазине, в Таргете, King Super. То есть это как у нас. Пятерочки, Ашаны, Вкусвиллы, везде можно купить какие-то лекарства и так далее. Все это очень доступно. Можно заказать онлайн, хоть на Амазоне, хоть на этом iHerb, то есть это как раз не проблема. И, что интересно, можно пойти и взять этот тест бесплатно в ближайшей больнице. Можно им позвонить, а если вы еще и хотите проверить кровь на ХГЧ, тоже вы можете записаться, сходить, у вас возьмут кровь. Я не знаю, сколько это все будет стоить, но как раз вот это, по-моему, очень и очень доступно. Остальное мы сейчас поговорим про совершенно безумнейшие, неадекватные цены, но на начальном этапе просто узнать о беременности это абсолютно доступно всем. Дальше про поиски врача. Вот это было интересно и абсолютно для меня неожиданно с плохой точки зрения. Как в России это было организовано? В Москве в 2014 году я тогда получала очень мало, у нас не было денег, поэтому ни о каком платном ведении беременности речи быть не могло. Женская консультация, роддом по месту, да, прописки, и как бы все, и даже вариантов не было. Но там спокойно, даже поощряется, если ты раньше встаешь на учет, если ты приходишь, у тебя проверят, там нет ли внематочной беременности, все ли хорошо, есть ли это плодное яйцо. И я с таким же подходом и здесь начинаю. И тут меня ждал сюрприз. Я начинаю обзванивать этих докторов из списка моей страховой, там несколько центров. Начинаю всех обзванивать, и что вы думаете? В одной клинике дело было 12 марта. 12 марта, то есть срок был уже примерно где-то 7 недель, наверное, к тому времени. Я звоню, ну, мы вас можем записать на конец апреля. Я говорю, отлично, до свидания. Звоню следующему, думаю, какие-то идиоты, как так? Вдруг внематочная беременность, вдруг какие-то проблемы. Звоню дальше. У нас есть на 15 апреля. Я говорю, да что происходит? А неужели нельзя просто прийти, удостовериться, что все хорошо, все там, где положено, никаких аномалий не ожидается? И потом, и у людей я слышу в ответ недоумение. Зачем? Что вам делать здесь так рано? Там нечего смотреть. То есть меня настолько это удивило. Я помню, как в женской консультации меня хвалили, какая сознательная женщина. Так рано пришла, ответственно относится к своему здоровью. Здесь ничего подобного. Ну, естественно, только я начинаю снимать, начинают летать какие-то самолеты, начинают греметь какие-то машины. Извините, если это все громко, потому что я микрофон сейчас не использую. Я, наверное, прервусь. Очень шумно. В общем, обзвонила я все эти больницы по списку, и все равно самое раннее, где я нашла, это было на сроке 10 недель. Я ходила все равно нервная, потому что, знаете, как-то хочется удостовериться, что все в порядке, что там сердцебиение началось. В общем, я обычно такая параноидальная в этом плане. И все, я сидела, ждала, и наконец-то мы поехали. Причем эта больница, это не как у нас, там какое-то отдельное для беременных. Здесь это
комплекс целый с врачами, и отдельный вот закуток для беременных есть. В соседнем городе, но это не как у нас, соседний город, знаете, за 3 часа езды, нет, здесь это 10 минут на машине, то есть нет никаких проблем там в пробке застрять или еще что-то такое, все это 10 минут проехал, но все равно прилично, потому что сразу несколько центров вот здесь у меня через дорогу, но вот такие сроки записи совершенно неадекватные. Теперь про первый прием к врачу. Первый прием врача, точнее. Выбираешь себе врача по телефону. Мне было абсолютно все равно. Отзывы плохие, одинаково про всех. Причем отзывы из серии: она сказала, что я слишком толстая при моем муже. 1 звезда. Все. Или там: мне показалось, что она не слишком прониклась моей ситуацией. 1 звезда. Я сижу, думаю, господи, девчонки американские, вас надо в русскую женскую консультацию на минуточку, так, на 10 минуточек посадить в уголок и посмотреть. Я в Москве наблюдалась в чудесной женской консультации на Борисоглебском переулке в Москве. Она, по-моему, одна из лучших в Москве по всем рейтингам. Но прорваться туда, это еще не так просто. Я тогда работала в Ленинской библиотеке. И через работу, по месту работы мне удалось прикрепиться туда. Жила я в то время в Кузьминках, и я 1 раз сходила в эту женскую консультацию. По стенам, где обваливается штукатурка, стояли, жались беременные. Тетечка в окошке орала на всех. Я попала просто как в анекдот. Знаете, вот это «вас много, а я одна». И я услышала эту фразу, мне стало так смешно. И я пыталась там, что с меня тут же начали брать какую-то взятку, заведующая мне говорила, я тогда не была прописана в Москве, постоянной прописки тогда не было, и они мне, значит, не хотели меня прикреплять без этого, типа вот, ну, мы можем, но там то, все, а я закон это прочитала, у меня есть совершенно официальная регистрация, все, я говорю: слушайте, ребята, я не буду вам платить. И мне это как-то так стало легко на душе, я говорю: я вообще пошла отсюда. И все, я ушла, и через работу оформилась в эту прекраснейшую консультацию. Идеальная чистота, цветочки по углам, все чистенькие, все улыбаются. То же самое, смотрите, бесплатно и там, но насколько разница все-таки, насколько разница. Поэтому, если вы ведете беременность бесплатно в Москве, посмотрите, может быть, если ваша консультация вам не нравится, есть возможность пойти в другую, есть. Потому что это очень важно, вот это отношение, иногда оно такое скотское бывает, иногда, в общем, не знаю. Я думаю, беременность — это тот случай, когда лучше потратить немного времени, но найти место, где тебе реально комфортно. Здесь как все это происходит? Во-первых, надо быть готовым к тому, что мужчины ходят и рвутся туда. У меня этот американец мой, я ему сразу сказала, это как-то у нас в России принято, что это женское дело, да, у нас любят, сейчас уже это, конечно, по-другому, и я знаю, что многие рожают с мужьями, но я помню, всегда меня как-то воспитывали так, что не мужское это дело, вообще мужу в это все не надо вникать, иначе потом все, никто тебя всю жизнь не захочет после увиденного кошмара, там, на родах, господи. В общем, бедные наши эти мужчины, их надо оберегать, их не надо травмировать и так далее. Здесь ничего подобного. Я удивилась, когда он мне начал говорить: в смысле ты одна пойдешь? Как это? Я что? Я же тоже хочу, мне же интересно на экране там посмотреть это все. Ладно, хочешь, пошли, конечно, но мне это было дико. И в итоге мы пришли в эту женскую консультацию здесь, в Колорадо, и сидят буквально, я не помню, человек 10, то есть 5 пар, то есть 5 семей, 5 пар сидят, все мужики там вникают что-то какие-то в документы, кто-то уже с большими животами, кто-то, видимо, как мы, пришел в первый раз, и вот они какие-то листовки читают, не в телефоне сидят, уткнувшись, а читают вот эти какие-то с младенцами брошюры, там что-то разговаривают, к врачу заходят тоже вместе, у меня глаза на лоб полезли. Вот, место прикольное, такое странное, я сняла видео, когда я там была, сейчас я его опять сюда вмонтирую, посмотрите, как это выглядит. Здесь работают герои. Тут вот Иисус на входе помогает пациентам.
Такая больница. Сейчас изнутри немножко покажу, но, по-моему, в самом кабинете там нельзя снимать. Посмотрим. Здесь вот расписание, точнее не расписание, а где находятся все врачи. Мой врач, вот Карин, самая первая. Карин Спирс. Сейчас посмотрим. Согласитесь, выглядит как будто какой-то отель. Как будто какая-то гостиница. Эти ковры на полу. Стены тоже весьма странного цвета. Но вот такая здесь, можно сказать, женская консультация. Вот вход. Там вот разные фотки врачей. Вот слева это мой врач. Сейчас я жду в очереди. А справа это медсестры. Ждать прилично, минут 30 уже сижу. Первый прием был интересный, я себя почувствовала такой деревенщиной. Я по-английски очень хорошо говорю, все, мы спокойно все обсудили, мне дают эту баночку, знаете, для анализов. И я привыкла, что у нас эти банки стоят прям в коридоре, вот стоит столик, значит, и каждый свою эту мочу несчастную туда наставляет, и там эта фамилия твоя приклеена. Здесь вообще нет. Они мне дали эту баночку, показывают, типа, вот иди там в туалет, то все, увидишь серебряное окошко. Я стою, ну что там за такое серебряное окошко, интересно. Ну все, здесь сделала свои дела, значит, и не вижу никакого окошка. Как бы начинаю ходить с этой банкой, знаете, как этот Данка с сердцем, выхожу, свечи. Девчонки эти забегали, ко мне подбегают, типа, ты что с этой банкой-то? Короче говоря, оказывается, прямо в туалете, буквально вот на уровне твоего лица специальное окошечко, чтобы никуда ты с этими банками не шатался по коридорам, а все сделано так цивильненько, надо аккуратно его открыть, положить эту баночку, и она куда-то там, знаете, уезжает, то есть никто к твоей этой моче несчастной не прикасается, никто на нее не смотрит, а я как идиотка, они на меня так посмотрели, думаю, ну дура какая-то. Я говорю, ну, извините, вот так вот опозорилась со своей мочой. Ой, слушайте, гремит этот браслет, невозможно. Вот, значит, потом заходишь к врачу. Точнее, все сначала медсестра, она тебя ведет, все там делает, записывает за тобой все твои данные какие-то. Только потом приходит врач. Я привыкла, что у нас как-то бегом-бегом. То есть в консультацию я приходила, никто со мной не сюсюкал, никто со мной, все чинно, все строгие такие, не орущие, не противные, но дистанция есть. То есть я не к подружке пришла, я не пришла говорить о своей жизни. У меня никогда такого не было желания с врачами как-то дружбу-то завести. Я там не для этого. Но здесь заходит врач, я уже все готова, все, смотрите, давайте. Ничего подобного. Она начинает со мной разговаривать. Я просидела там час, даже, может быть, 1,5 часа. Узнала, и сколько у нее домашних животных, и как сильно она затемняет окна на машине, и какая у нее проблема парковаться в гараже теперь с этими темными стеклами, что в темноте не видно. И про мою жизнь она все выспросила, и как я уроки там в университете веду, и что я там вообще люблю, не люблю. То есть вот такое, я сижу так, на часы поглядываю, ну, думаю, ладно, давайте дружить, давайте общаться, как говорится, но мне это вообще даром не надо. Ну, естественно, потом посмотрели, этого мужу я сказала, иди погуляй в коридоре, потому что зачем он там, я вот это не понимаю. Потом уже, когда УЗИ, с ним, все это в одном кабинете, никуда не надо переходить, естественно. Все, еще из интересного. Такое еще у нас, я помню, в кресле этом гинекологическом развалишься, эти ноги в стороны, все открыто. Еще и в любой момент кто-то может в дверь постучать, зайти. Как-то все вот так спокойно к этому. Здесь, во-первых, надо полностью переодеться. То есть даже на простом приеме гинеколога мне пришлось раздеться полностью. Мне дали какую-то вот эту ночнушку, тоже какая-то рваненькая, как у нас в роддоме были, какая-то драненькая, застиранная такая. Все, оделась я. И усадили на это кресло. Сначала оно просто кресло для разговора, потом каким-то образом они его переделали, трансформировали, ноженьки мне положили на тепленькие какие-то эти, чуть ли не с подогревом, знаете.
накрыли одеялом, каким-то пледом одноразовым, теплым. То есть у меня ноги закрыты, она вообще не... То есть она как-то вот умудряется, когда все закрыто, все равно туда как-то пролезать, что-то делать, какие-то анализы мазки взяли, я даже не заметила. То есть я вот открыта, расщеперена, знаете, как курица на противне, не была вообще, то есть все прикрыто, все цивильно, тепло, комфортно, я удивилась. Потом... Значит, на УЗИ она позвала мужа, нам все показала, естественно, ой, прелесть, там, как будто она, знаете, только этого ребенка всю жизнь и ждала, и как родного, ой, Тимуси, Пуси, там вот такой, значит, огрызок, ничего, ни рук, ни ног еще нет, она прям, вот как будто, знаете, ее внучка родная, вот-вот родится, или внучка, вот я надеюсь, что девочка будет, у меня какое-то внутреннее предчувствие, что все-таки девчонка должна быть. Посмотрим, я еще пол не знаю. Ну вот, значит, все замерили, отправили меня сдавать кровь. На первый этаж я пошла сдать кровь. Там тоже целая эпопея. Надо выбрать вот в каком-то электронном киоске, зачем ты пришел там. Причем варианта не было. Я там опять была как идиотка. Я прошла полностью как вот деревенщина безмозглая. Выбрала, короче, я перепутала слово, там было, в общем, проверка на отцовство, типа, кто отец, а я почему-то то ли отвлеклась, то ли что, и мне показалось, что это слово родительство. Ну, я туда кликнула, захожу, мужик на меня такой, а в смысле вы хотите по своей крови отцовство проверить? Я говорю, это совсем, ну, короче, дурдом, он посмеялся надо мной, конечно, вот, что я пришла узнавать отцовство, будучи женщиной. Про женщин, кстати, прикол. Это ведь все не шутки с вот этими полами. Значит, мужчина, женщина, неопределившийся, там еще какой-то, флюидный, все эти полы. Это на полном серьезе существует официально. То есть у меня был вариант выбрать из там 10 вариантов обращения ко мне. То есть как я хочу, чтобы ко мне обращались, как к женщине, как она, ее, для нее и так далее. Или, допустим, оно для них, то есть все это официально в анкете прописываешь. Очень интересно. И в другом определении было там не пол, мужчина и женщина, а было человек с вагиной. И я увидела, я говорю, господи, они... Ну, такие реалии. Для меня, как русского человека, это, конечно, непривычно, скажем так, мягко, да, непривычно. Вот, не знаю, интересно, короче, это для меня. На чем я остановилась? Ну все, кровь сдала. Не сказала бы, что там как-то церемонятся с этой кровью, как он мне вогнал, как он у меня 25 пробирок забрал. Я сидела аж... То есть у нас, когда в инвитро сдаешь, например, там как-то гораздо все это доброжелательнее, приятнее. Ну, может, такой парень попался, я не знаю. Короче, не очень приятно было, как-то он все это грубо делал. Потом я вернулась наверх, опять в руки медсестры уже попала. И вот я что хотела посмотреть. Рюкзачок мне дали какой-то. Гербер решил расщедриться для мамашек наших. И я, кстати, еще сама не открывала, вот я специально сохранила. Avista Women's Care называется. То, куда я хожу, доктор Спирс. Если кому-то просто интересно, прямо конкретно посмотреть, где это все. Вот такой, в общем, рюкзак подарили. Давайте откроем. Какие-то документы. Вот здесь расписано ожидаемые визиты во время беременности. И тут вот сроки 8-10 недель. Ага, как будто они дали мне записаться в 8 недель. Сейчас посмотрим. Здесь что? Всякие вот регистрации. Ну, короче, типичная, знаете, такая рекламная информация. Разные. Я потом это почитаю. Здесь расписано все про упражнения во время беременности, что лучше есть. Но я, так как уже второй раз, я уже даже не заморачивалась. Здесь что? Откроем. Здесь какие-то журналы тоже. Вон, папульки с детьми. Какой-то детский журнал. Дальше. Опять разные. Ну, короче, бесплатные. Знаете, у нас такие дают в роддоме, я помню, мне надавали тоже гору всякую.
Вот какой-то Fisher Price. То есть все, кто хочет что-то вам продать. Это что? Какие-то прокладки. Это, наверное, прокладки для груди. Это пакетики для сцеживания молока и вот эти подкладки в грудь, когда молоко протекает. Что-то рановато ребята начали на первом приеме уже грудным вскармливанием пугать. Еще брошюры и еще брошюры. Еда детская. Детская смесь. Я, кстати, ее так люблю вот с детства. Я помню, обожала ее в сухую есть. Что еще здесь? Ой, боже мой, ой, боже мой. Уже Гербер готов кормить моего ребенка своими смесями. Недавно какой-то скандал был с Гербер. Не знаю, помните, нет, какую-то дрянь нашли в их кормах. Так что еще Гербер-то под вопросом. Какой-то магнит. Инструкции на холодильник. Инструкции по хранению грудного молока сцеженного в холодильнике. Витамины. Маленькая таблетка какая-то. Пренатальные витамины. Еще какие-то витамины. Что тут еще? О, молоко. Какая-то молочная смесь, да еще и сосочка. Ну, что-то, ребята, еще полгода впереди. Что еще? Еще какие-то витамины. В общем, витаминов хватит. И витамин D в капельках. Вот такая прелесть. Еще и рюкзачок такой. О! Слушайте, ну, ребята. Еще и вот такая вот подстилочка. Прелестно. Прелестно. Молодцы в этом плане американцы. Я порадовалась. Дальше что? Второй визит. Второй визит был у меня в 12 недель. Ой, нос чешется. Ужас. Раньше бы сказала, значит, выпью вечером. Теперь-то уже это приметы не работают с питьем. Все, алкоголь, goodbye. Второй прием. Уже УЗИстка была почему-то другая. То есть меня провели отдельно в кабинет УЗИ. Хотела видео поснимать, но видео снимать нельзя. Мне выдали только фотографии малыша. Причем там смешно как-то руки она вот так, значит, снимала, подписала мне hands, руки. Добрая такая тетечка, все объясняет. То есть в Москве, я помню, мне делали, молчит вообще как рыба. Ни слова. Я лежу перепуганная, думаю, наверное, что-то не то там намерили, наверное, что-то плохо. Она просто такая строгая, чтобы я ее не отвлекала. Я там, можно что-то пропищала, она, не отвлекай меня, все вопросы после. Ну, короче, строгие у нас такие были сотрудники. Ну, нормально, я нормально к ним. И, в общем, она мне говорит, что, ну, пока, конечно, все это еще очень рано, но вот что-то мне подсказывает, что это девчонка в 12 недель, значит, сердце ей подсказало. Ну, посмотрим, я очень рада, конечно. Она говорит, имя пока не вздумайте выбирать, ничего не это, но вот что-то у меня есть подозрение такое. Посмотрим, скоро и узнаем. Точнее, не скоро, вот не скоро. Здесь нет такого, что пошел и сделал УЗИ, 3D УЗИ, лицо записал, как у нас. Ничего подобного нет. Следующий прием у меня будет в 16 недель, но никакого УЗИ, только разговор с врачом, там какая-то консультация, если есть вопросы и так далее. И следующий только в 20 недель, вот это будет в начале июля, и там наконец-то должны сказать пол. А до этого вот так и ходи в неведении, как говорится. Вот. Ну, в целом все отлично, все доброжелательные. Но что меня очень сильно бесит, и я прямо не могу, меня это так раздражает. Может быть, это именно вот в этой больнице, я не знаю, может быть, в других там все нормально. Я не знаю собственные анализы. Я не знаю. У нас всегда
показывают, можно сфотографировать, копию снять, даже когда бесплатно делаешь. В платных уж они вообще тебе там чуть ли не с золотой каемочкой все это преподнесут, на имейл отправят в этот же вечер, и все. Здесь, ну, невозможно. Я ни на свои витамины не видела, ни на ферритин, ни на железо, там что. Просто врач говорит, ну, по анализам я вижу, все нормально, вам ничего не надо. Отлично. Звоню, можете прислать мне, я хочу посмотреть. Нет, бесполезно. Потом скрининг вот этот, когда проверяют на различные генетические отклонения в 12 недель. Прошел месяц, получается. Не месяц, ну 3 недели. Вот скоро будет месяц. Я была 1 мая, сегодня получается 20 мая. Я звонила 10 раз, причем трубку они не берут, надо оставлять голосовую почту. Американцы обожают эти voicemail, это голосовая почта, это она везде. И вот мне надо сказать, я такая-то, такая-то, мой номер телефона такой-то, такой-то, перезвоните мне и сообщите мои анализы. Бесполезно. Она мне перезванивала, когда я не видела, то есть я трубку не взяла, это моя проблема. Я обратно перезваниваю, она мне не перезванивает, короче. То есть я месяц жду узнать, есть ли у ребенка какие-то генетические отклонения. Я не знаю, для меня это, конечно, вот очень непривычно. Но, видимо, у них здесь другое отношение в целом, что пациент вообще не должен лезть в дела врача. Не надо мне вникать, сколько там у меня ферритин. Если бы были проблемы, врач бы мне сказал, так, Даша, пьешь вот это лекарство 3 раза в неделю, утром, вечером, что-нибудь такое. А у нас же надо держать под контролем, у нас же надо прочитать, полезть в интернет, вычитать в интернете 150 диагнозов, потом начать спорить с врачом. Я к такому формату привыкла. Здесь я поэтому хожу, то есть это исключительно моя проблема. То есть я пытаюсь лезть в чужой монастырь со своими этими привычками, как-то быть в курсе своего здоровья. Ну вот так здесь, не знаю, пока привыкаю. Дальше, по цене. Пока что это исключительно первый триместр, то есть что туда вошло. Визит к врачу первый, визит к врачу второй. На первом визите было УЗИ, и на втором визите УЗИ тоже отдельно. Плюс анализы крови общий на недостаточность какую-то, на свертываемость, эритроциты, лейкоциты, вот это все, гемоглобин, понятное дело. И отдельно, так как у меня гипотиреоз по щитовидке, у меня был ТТГ повышен катастрофически, опять он был там больше 10, по-моему, при норме от 0 до 4, я была как сонная муха, это было ужасно. И вот сейчас я на экране тоже попробую там добавить. За это время, то есть за первый триместр, счет пришел больше $3000. $3000, может $3500, я не помню, на экране будет видно. И очень сложно все это высчитывается. Я еще не платила ничего, то есть я даже не понимаю, сколько мне надо платить, потому что страховка опять прислала какую-то непонятную бумажку, где там непонятно что расписано, ничего не написано, где полная сумма, за что, где, как. То есть думай, что хочешь. Это вот как с этими анализами. Видимо, опять я должна буду сама звонить, выяснять, ой, подскажите, куда вам заплатить, сколько вам денежек отдать. То есть при таких расценках отношение такое, как будто это надо исключительно мне, как будто я за ними бегаю, а они мне делают одолжение. Для меня это, конечно, удивительно при таком подходе, такое отношение при этих расценках. Ну, не знаю, видимо, как-то вот это норма. Если вы где-то в другом месте в Америке были, у вас было по-другому, расскажите, потому что мне интересно, это исключительно вот здесь так, или это какая-то общенациональная такая политика в этом плане. Ну, на сегодня, наверное, все. Следующую часть я запишу в конце 2-го триместра. Посмотрим, что там к тому времени произойдет.